Приветствую всех, дорогие друзья! В этом ролике, как всегда, собраны самые интересные новости железа, поэтому досмотрите его до конца и не забудьте прожать шестиядерный лайк. И только с вашего позволения я начну с нового появления Хуанга. Глава компании Nvidia 9 августа выступит на ежегодной конференции SIGGRAPH 2022, которая посвящена вопросам компьютерной графики. Выступление Хуанга запланировано на второй день конференции, и пока компания не сообщает, планируется ли проведение видеотрансляции. На прошлогоднем мероприятии компания Nvidia представила RTX A2000 для рабочих станций и кучу программных технологий. Поэтому, думаю, не стоит ожидать от Хуанга показа видеокарт RTX 4000, и скорее всего их представят немного позже. Недавно Капитесим Кими рассказывал, что видеокарта RTX 4090 достигает 19 тысяч баллов в TimeSpy Extreme, а теперь он поведал про 4080 и 4070. Но сразу упомяну, что эти данные были искусственно созданы с учетом характеристик новинок и позволяют хоть немного понять уровень производительности серии RTX 4000. Если оценки верны, то RTX 4070 была бы такой же быстрой, как RTX 3090 и RX 6900 XT в том же тесте, а вот RTX 4080 будет почти в 2 раза быстрее, чем 3080. Обе эти модели стоит ожидать ближе к концу года, так как RTX 4090 будет запущена только где-то в октябре месяце. Помимо этого, инсайдер поведал, что у Nvidia уже есть тестовые платы для всей линейки чипов от AD102 до AD107, который может стать основой RTX 4050. Таким образом, скоро некоторые карточки будут полностью готовы, и в сети должно появиться намного больше утечек. Помимо этого, сообщается, что ноутбуки на GA107 могут быть свободно обновлены до AD106 и 107. То есть они либо будут с таким же тепловыделением, или же просто получат точно такой же разъем, как и нынешний GA107. Один из пользователей Twitter обнаружил информацию о настольном компьютере MSI, который предлагает видеокарту ARC A380. Кроме того, в качестве опции заявляется еще менее производительная модель A310, которая пока еще официально не была представлена. Ну и компания Asus в свою очередь предлагает сразу две системы, оснащенные дискретной графикой Intel начального уровня. В общем, география карточек ARC начала расширяться на крупных вендоров, вроде MSI и Asus. За последние недели представители Intel рассказали немало нового о будущих видеокартах A750 и A770, однако нам никто так и не сказал, когда же они все-таки выйдут. На прошлой неделе Intel подтвердила, что получила первую партию карт A750 Limited Edition для отправки журналистам, но пока их так и не отправила. И именно поэтому новые данные от Закон Мура мертв особенно будут интересны. В ролике отмечается, что системные интеграторы должны были получить первые карты ARC уже к концу июля, однако на текущий момент на китайском рынке есть только младшая модель. Таким образом, компания уже пропустила запланированные сроки, при том, что слайды датируются примерно концом июня или началом июля. Также ходят слухи, что карты вообще могут не выйти, но инсайдер говорит, что их выход просто перенесли на сентябрь. То есть пока что сроки все ближе смещаются к RTX 4000, а инсайдеры сходятся во мнении, что у Intel есть проблемы. Причем проблемы, скорее всего, аппаратные, и якобы не хватает пропускной способности планировщика, что как раз и вызывает фризы с просадками в производительности. Сильнее всего эта проблема выражена как раз в старших картах, поэтому их релиз и откладывается. И так как проблема архитектурная, то она может оказаться актуальной и для будущих поколений видеокарт Intel. По слухам, сейчас инженеры пытаются все исправить и создать обновленные версии алхимиков, которые якобы могут выйти к началу будущего года. Однако, по другим слухам, Intel может ограничиться выпуском лишь мобильных видеокарт, а десктопное направление и вовсе закрыть. Еще одни слухи говорят, что Intel устали от проблем в GPU, поэтому они вообще собираются закрыть подразделение дискретной графики. Хотя все это больше походит на какую-то панику, и лучше дождаться официальных действий от самой Intel. Кстати, там еще Игорь Слаб поведал, что Intel хочет выпустить свои видеокарты в период с 5 августа по 29 сентября, поэтому точно стоит дождаться хотя бы конца сентября, прежде чем бить тревогу. Хотя он тоже указывает, что массового запуска может не быть, и карты будут реализованы чуть ли не поштучно, да и к тому же их отправят не всем обзорщикам, чтобы те не захейтили новинки. Но чтобы получать еще больше новостей, рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка на который всегда есть в описании. Однако у синих есть и куда более весомые проблемы, чем запуск видеокарт ARC, ведь выручка компании упала на 22% до 15,3 миллиардов долларов. Причем самое главное, что вместо прибыли Intel зафиксировала чистый убыток в размере около 450 миллионов долларов. И как раз примерно столько же компании пришлось списать из-за закрытия бизнеса памяти Optane. То есть те самые прогнозы экспертов реально начинают сбываться, и у Intel очень большие проблемы. Если говорить о подразделениях, то снижение выручки зафиксировали лишь два, но это самые основные – Client Computing Group и Data Center and AI Group. Остальные же нарастили выручку, но в абсолютном выражении это все равно незначительные для компании суммы.
И самое печальное, что на фоне такой отчетности Intel заявила, что поднимает цены на свои процессоры, но пока не ясно, когда именно новые цены вступят в силу и насколько они вырастут. И еще в результате плохого отчета акции Intel потеряли в цене более 10%, тогда как акции AMD выросли на 3%. Из-за этого красные успешно обошли синих по рыночной капитализации, и теперь это 153 миллиарда долларов против 148. В юзер-бенчмарке засветился шестиядерный камушек AMD, который скорее всего является инженерником Ryzen 5 7600X. Его базовая частота составила 4,4 ГГц, что на целых 700 МГц выше, чем у 5600X, а вот буст подрос не так сильно и составил всего 4,95 ГГц. Сам юзер-бенчмарк не сильно популярный тест, но даже тут инженерник обошел 5600X на 56% на одно ядро и на 49% по всем ядрам. При этом производительность на ядро была на 22% выше, чем у нынешнего Core i9-12900K. Таким образом, можно сделать вывод, что AMD реально готовит что-то интересное. И, конечно же, камень тестировался на DDR5, правда только на 4800 МГц. Китай прокомментировал принятие Соединенными Штатами законопроекта о чипах и науке. Согласно принятому Палатой представителей Конгресса США проекту, правительство направит 52 миллиарда долларов на субсидии для производителей чипов. Министерство коммерции Китая выступило в пятницу с заявлением, в котором отметило, что этот законопроект деформирует глобальную цепочку поставок полупроводников и нарушит международную торговлю. Это типичная дискриминирующая мера, нацеленная на поддержание отрасли, говорится в заявлении. Китай продолжит следить за развитием событий, связанных с этим юридическим документом, и при необходимости примет эффективные меры для защиты собственных законных прав и интересов. Как указано в заявлении китайского ведомства, некоторые положения данного законопроекта ограничивают нормальную торгово-экономическую и инвестиционную деятельность соответствующих предприятий в Китае. По их мнению, это приведет к непредвиденным изменениям в глобальной системе поставок полупроводников и создаст препятствия для международной торговли. Также в заявлении говорится о необходимости проведения США открытой, прозрачной и недискриминирующей политики в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Славянский производитель водянок ЕКВБ сообщил, что с середины июля возобновил доставку своей продукции в Россию. Теперь покупатели снова могут оформлять заказы через официальный онлайн-магазин, но все же есть и ряд ограничений. Компания сообщает, что стоимость одной единицы товара не должна превышать 289 евро, и в противном случае он просто не будет отправлен. При этом ограничений на общую сумму заказа нет, и если все вместе превысит эту сумму, то компания просто разобьет их на несколько посылок. Например, если покупатель сделал заказ с общей суммой 1000 евро, то к нему отправятся 4 посылки примерно по 250 евро каждая. Также ЕКВБ указывает, что общий вес заказа не должен превышать 10 кг, а отправка производится только через славянскую почтовую службу Slovenian Post. В качестве же способа оплаты ЕКВБ предлагает осуществлять платежи через сервис BitPay, то есть через биткоин, ну или через SWIFT-перевод. Компания Sony объявила о начале тестирования бета-версии прошивки PlayStation 5, в которой реализована поддержка разрешения 1440p. Однако отмечается, что функция Variable Refresh Rate не будет работать при использовании разрешения 1440p. В сообщении Sony сказано, что функция на PS5 работает только при использовании разрешения 1080p или 4K. Сама же прошивка ожидается к выходу в массы немного позже в этом году. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и, надеюсь, поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал подпиской на Boosty, переводами на карту или через спонсорство на YouTube. До скорого, друзья!